Дисклеймер. Все, что сказано в этом видео, является исключительно моим мнением. Мое мнение может не совсем совпадать с вашим. Приятного вам просмотра. Сегодня я хочу составить свой собственный топ-10 самых недооцененных моментов между Чонгуком и Тэхёном. 10 место. Это так громко. Вселенная дает знак, что Тэйкук созданы друг для друга. Девятое место. Как же им хорошо вместе. Прямо сейчас на моем канале на Бусти вышла новая статья на тему «Чонгук спалился?», как одна деталь выдала все его романтические отношения с Тэхёном. Чтобы прочитать эту статью, а также многие другие, которые там уже были опубликованы, вам необходимо подписаться на мой канал в Бусти. Ссылка на мой канал, на Бусти и канал в Телеграм будет в описании этого видео, а также в комментариях. Восьмое место. Они такие бойфренды, не могу. Седьмое место. Как же приятно видеть то, как они любят уделять друг другу внимание. Шестое место. Поведение пары. Попытка Чонгука смутить Тэхёна своим пристальным взглядом увенчалась смущением. Тэйкук встретили рассвет с крыши одной из люксовых резиденций отеля Rosewood Munich, Принцессина Гастхаус. Номер представляет из себя уютную спальню с кроватью King Size и изысканную ванную комнату, отделанную мрамором, обе с собственными балконами, идеальными для уединенного отдыха с чашкой кофе на свежем воздухе. Гостиная объединена со столовой, где свободно разместятся до 10 гостей, а изысканный камин придает обеду особый шарм и создает неповторимую атмосферу. Но настоящая жемчужина апартаментов – просторная приватная терраса.
Это редкая роскошь в самом центре Мюнхена. Отсюда открывается захватывающий вид на главные символы города, включая величественную Фрауенкирхе и живописные крыши старого города. Пятое место. Тэхён посреди походки дивы жестом позвал Чангука пойти за ним, чтобы они вместе с танцорами встали в круг для разогрева прямо перед припевом Fire. То, что Тэхён хотел разделить этот его момент единения с танцорами с Чангуком. Четвертое место. Им нравится касаться друг друга при любой возможности. Третье место. Новости. Когда артист оставляет отсылки к своим прошлым работам, его творчество превращается в единую историю, где каждая новая глава откликается эхом предыдущих. Такие детали становятся тихим диалогом с теми, кто был рядом с самого начала. Именно они создают ощущение, что каждый релиз – не отдельное произведение, а часть одной большой вселенной, которую хочется разгадывать снова и снова. Одна из самых сексуальных вещей – Чон Чангук под струями воды в душе. Фантазия улетает в стратосферу. О чем на самом деле нам хотели поведать BTS через клип Normal? Теория следующая. Normal выполнен в 3 актах. Вечеринка, утро и финал. Вечеринка – олицетворение той самой картинки, что мы видим и что нам навязывают СМИ о артистах. Аристократская роскошь, толпы людей, веселье и шум – все это соединилось в клипе, чтобы показать вкусную обертку, когда внутри противная конфета. Все это показывает общественное восприятие на артиста, лишают его человечности, создавая из него лишь образ. Важную роль отыгрывает 2-й акт – само утро. Когда все гости разбежались, в поместье хаос и куча мусора, но среди этого всего стоят 7 парней и пытаются житься с реальностью. Примечательным есть момент, когда они всемиром все в гостиной, но на самом деле их 8. 8-й человек, которого никогда не видно, но он всегда в центре событий и в курсе всего произошедшего, невозможность остаться наедине. Менеджер, охранник, стаф. И остаются они наедине лишь после того, как софиты гаснут, а камеры выключаются. Обратите внимание на раны Тэхёна. На начале вечеринки их нету, они появляются после, но его персонаж продолжает веселиться и улыбаться, несмотря ни на что. И лишь утром они обретают не просто очертания, а становятся реальными. Но сами раны не физические, они на эмоциональном уровне, обозначающие ненависть и хейт со стороны общества в их сторону. И финал. Мы все похихикали, когда вышел тизер, и думали, что это будет забавный клип. Но именно финал, показанный в ванной комнате, кричащий о том, что они не могут остаться наедине даже там. И в конце концов они люди, и занимаются теми же делами, что и остальные, независимо от популярности. Абсолютная популярность и слава, но полное отсутствие свободы – таким бы я назвала этот клип.
Я чувствую напряжение. Вевос магазин опубликовал интервью BTS. Мы говорим о 13-летней истории, которую мы, 7 участников, и ARMY создавали вместе, в котором ребята делятся своими впечатлениями о мировом туре Ари-Рэнк. Вопрос, что особенно бросается в глаза в этом туре, так это полное отсутствие саб-юнитов или сольных номеров. Фокус смещен на то, что вы все 7 вместе. Концерты по-настоящему доносят мысль о том, что BTS — это единое, неделимое целое. Ответ Чангука: вы прямо в точку попали с нашей задумкой. Вообще, сейчас довольно непривычно для групп заполнять весь концерт исключительно общими песнями от начала и до конца. Мы хотели напомнить всем, какими BTS бывают, когда мы вместе, и поскольку с нашего последнего тура прошло много времени, мы постарались сосредоточиться именно на той энергии, которая рождается, когда мы всемиром на сцене. Очевидно, что так работать намного тяжелее, но мы хотели с головой погрузить зрителей в это ощущение, когда все 7 тянут шоу от начала и до самого конца. Ответ Тэхёна: мы все чувствовали, что должны сфокусироваться именно на группе, а не на юнитах или сольных песнях. Думаю, в этом и заключается суть этого тура. То, что мы 7 снова вместе спустя столько времени, само по себе особенное чувство, и это также наш способ сказать, что мы хотим продолжать идти этим путем и дальше вместе. Вопрос. Момент, когда Чангук ловит дрон во время Run BTS, привлек много внимания. Он делает это настолько естественно, что некоторые сначала подумали, будто это импровизация. Как появилась эта идея? Чангук отвечает: этот момент был очень четко спланирован. Мы решили попробовать это сделать по задумке режиссера. На самом деле, во время репетиции дрон один раз врезался в пол. Так что я каждый раз переживаю, что могу его упустить, смеется. Вопрос. Это еще одна важная деталь, которая делает этот тур особенным, такие спонтанные моменты, которые вы разделяете с ARMY. Например, когда Ви ел хот-дог в Мехико или поднимал с ними тост. Тэхён отвечает: как бы это сказать? Мне просто нравится видеть ARMY счастливыми, поэтому, если мне в голову вдруг приходит какая-то идея, я просто беру и делаю это. Хочу заставить их улыбнуться, смеется. Даже когда я разговариваю с залом, я стараюсь не быть слишком серьезным. Мне ближе поболтать о каких-то повседневных вещах, держать легкую атмосферу. Кажется, это вызывает у них больше смеха. Вопрос. Что вы чувствуете, когда поете ваши старые с ARMY сейчас? Чангук отвечает: это делает меня счастливым. Иногда я поддаюсь ностальгии и пересматриваю наши старые видео выступлений. Понятное дело, я не могу повторить всю хореографию из прошлого точь-в-точь так же, но когда ты исполняешь это вживую, а не просто смотришь видео, получаешь совсем другой заряд ностальгии. И мне хотелось, чтобы фанаты прочувствовали то же самое. Вопрос. Похоже, Ви прикладывает много усилий, чтобы помочь создать еще больше общих воспоминаний с группой на протяжении всего тура. Джин даже назвал его культурным вождем во время лайва на Вевос 3 мая. Что движет этим поиском маленьких островков радости в каждом городе, вроде той пиццы, о которой Ви рассказал ARMY, отметив, что она была отличной на Стэнфорд Стадиум? Тэхён отвечает: мы говорили о том, что хотим по максимуму использовать наше время вместе и вне сцены тоже. Мне хотелось поддерживать энергию каждого, чтобы никто не перегорел за время тура. Поэтому я оказался среди тех, кто придумывает идеи, например, рестораны или пиклбол. И я постоянно пинал остальных пойти со мной, смеется. Я пришел к осознанию, что создание таких маленьких островков счастья способно сделать весь тур куда более приятным опытом для всех нас.
И только не говорите, что вы не умиляетесь так же, как этот оператор, глядя на Тэйкук. Тэхён вновь продемонстрировал свой непревзойденный статус, заняв первое место уже 276 недель подряд в крупном японском опросе популярности. Тэхён уверенно удержал первую позицию в еженедельном опросе, проводимом известным японским сайтом рейтингов айдолов Нэхэн. Таким образом, он более 5 лет ни разу не уступал лидерство. Это поистине выдающееся достижение. Кроме того, он занял первое место в многочисленных опросах популярности на кей-поп-сайтах, платформах кей-культуры, а также в японском голосовании «Лучший актер-мужчина», выигрывая с огромным отрывом на протяжении всего периода голосования. Это еще раз подчеркивает его огромную популярность в Японии. Такой исключительный уровень узнаваемости в Японии, естественно, привел к активным маркетинговым кампаниям со стороны глобальных брендов. Ведущий японский бренд косметики выбрал Ви лицом марки и запустил масштабную телевизионную рекламу и промо-кампании. Некоторые продукты, которые он продвигал, полностью распродавались сразу после поступления в магазины. Кроме того, глобальные компании, такие как Coca-Cola и Paradise City, запустили крупные маркетинговые кампании с ярким присутствием Ви в крупных городах Японии, включая Токио и Осаку. Это принесло им значительную выгоду благодаря так называемому эффекту Ви. Совсем недавно Хитеинра, назначивший Ви своим глобальным амбассадором, также начал агрессивную маркетинговую кампанию через свое японское подразделение, привлекая внимание фанатов по всему миру. Тем временем, японский канал Fuji TV посвятил отдельный сюжет в своей утренней информационной программе Мезамаши ТВ достижению Ви более 75 миллионов подписчиков в его личном аккаунте в соцсетях, подчеркнув его невероятное влияние. Благодаря непоколебимой поддержке фанатов, которая помогает поддерживать рекордную серию на вершине долгосрочных рейтингов популярности, огромному влиянию в соцсетях и успешным брендовым кампаниям, доминирование Ви в Японии, как ожидается, продолжится еще очень долго. Их контрасты поражают. Тэхён выглядит мягким, как вода, а Чонгук твердым, как скала. И скала кажется неприступной стеной, но вода мягко точит камень, влияя на него. Они такие идеальные друг для друга. Кейстафой в Твиттере. Куда бы вы ни отправились, ваши друзья всегда будут рядом. От дизайна в стиле стикеров до полноценных изображений персонажей, наслаждайтесь этими музыкальными и радостными моментами, такими, какие они есть. Кроме того, вы можете персонализировать чехол, добавив свое имя, чтобы сделать его по-настоящему особенным. Создай свою собственную персональную мелодию вместе с BT21. Это действительно настоящая удача – найти того, кто всегда будет с тобой на одной волне. В клипе Normal BTS
выстраивают сложную визуальную метафору. Роскошь, аристократический шик и нарочито причудливые кадры с питомцами складываются в тонкую сатиру на культуру сверхпопулярности. Через эти образы группа показывает, как публичный образ стирает человечность, превращая личность в недосягаемую, почти музейную карикатуру. Еда в кадре не про утоление голода, а про демонстрацию изобилия. Пышный банкет с вином и изысканными блюдами – это продуманный перформанс, ироничный комментарий о привилегиях звездного статуса. Резкий контраст между шумным, избыточным праздником и тихим, немного хаотичным утром следующего дня становится ключевым смысловым ходом. За величественным фасадом оказываются обычные люди, которым знакома и усталость, и чувство одиночества, наступающее, когда гаснут софиты. Сцены с собаками отсылают к традициям европейской аристократии. В прошлом богачи заказывали парадные портреты своих питомцев, чтобы подчеркнуть свой высокий статус. Сегодняшние айдолы, подобно монархам былых времен, невольно повторяют этот ритуал. Только теперь парадные моменты их жизни создаются не для семейных альбомов, а для миллионов зрителей. Они вынуждены разыгрывать тщательно выверенные версии домашнего уюта, оставаясь при этом запертыми в собственной золотой клетке. Даже сцена в ванной работает как важный смысловой акцент. Она напоминает, что вне блеска и пафоса все люди равны, и каждый сталкивается с самыми простыми, будничными сторонами жизни. Образ королевской власти в клипе звучит как горький парадокс: максимум внешнего могущества и одновременно минимум личной свободы. Я понимаю, как волнительно встретить Тэйкук, но прямо так потрясающе. Сила фанатов, которые изменили чилийское правительство. Путешествие Ли Цзи-Ин по корейской культуре. 2 июля Национальный институт спорта Чили отказал в разрешении на проведение 3 концертов BTS, запланированных на октябрь на национальном стадионе Сантьяго. В качестве причины отказа сослались на потенциальное повреждение газона из-за установки 360-градусной сцены и сбои в расписании будущих футбольных матчей, заявив, что это было техническое решение. Однако около 150 тысяч билетов на 3 концерта уже были распроданы. Реакция последовала незамедлительно. Группа фанатов, имеющая 130 тысяч подписчиков, организовала акцию в социальных сетях, и 5 июля тысячи людей в фиолетовой одежде и с воздушными шарами провели мирное шествие к окрестностям президентского дворца Ла-Монеда. Протесты распространились на 11 городов по всей стране. Оппозиционные депутаты критиковали правительство, и даже провинциальные города и футбольные клубы предложили альтернативные стадионы для проведения мероприятий. Наконец, 6 июля, после того, как организаторы мероприятия представили пересмотренное техническое предложение, правительство объявило о своем намерении пересмотреть решение об одобрении. Правительство изменило свою позицию в течение 72 часов после начала протестов. В этом инциденте действительно заслуживает внимания непопулярность BTS, организаторская сила, продемонстрированная фандомом, и культурные и политические последствия, которые он выявил. Фандомы долгое время были объектом насмешек. Фандомы кей-поп, в частности, подвергались критике как женское безумие или, в лучшем случае, рассматривались лишь как потребители. Однако фанаты в Чили продемонстрировали нечто иное: четкие цели, поэтапную стратегию, принципы ненасилия, международную солидарность и ощутимые политические результаты. За 3 дня они совершили переход от хэштегов к улицам, от улиц к парламенту, а от парламента к изменению позиции правительства. Одна из протестующих сказала Ив: «Это лишает нас возможности встретиться с артистами, которых мы любим и которые поддерживают нашу жизнь». Для них музыка – это источник жизни, а концерты – это право на доступ к этому источнику.
Понимать этих людей лишь как потребителей или восторженных девушек значит не понимать реальность. Уже много раз доказано, что фандомы кей-поп – одни из самых организованных групп гражданской активности в мире. В 2020 году в США фанаты кей-поп коллективно зарезервировали места на митинге Трампа и не явились, а также нейтрализовали приложения для сообщения о полицейском насилии, заполнив их хэштегами и фотографиями звезд кей-поп. В 2024 году бесчисленные фанаты кей-поп село Лайтстиками заполнили площадь на митинге с призывом к импичменту бывшего президента Юн Сок Еля, и он был подвергнут импичменту. Влияние кей-культуры измеряется не только чартами и количеством прослушиваний. Теперь она выходит на улицы, влияет на парламент и отменяет решения правительства. Когда фандомы действуют как граждане, их другая идентичность, мы начинаем осознавать истинную силу культуры. Реакция Тэхёна на французский Чангука. Как культурный код и пароль своих. Сложить пальцы в этот фирменный знак – это все равно, что сказать «я в игре» или «я часть братства». Для французской молодежи это не просто дань уважения рэперу Жулю, самому прослушиваемому артисту страны, а настоящий пароль свой-чужой. Увидев этот знак на улицах Парижа, вы сразу понимаете, что перед вами фанат той самой Тим Джал. Этот ракурс, где Тэхён зовет своего дерзкого Чангука лишь одним взмахом руки. Чангук был в своем собственном маленьком мирке, покачивая бедрами, но как только он увидел этот жест Тэхёна, его голова резко повернулась, и он тут же последовал за ним. Два ведущих пакистанских новостных и телевизионных канала осветили новость о том, что Тэхён попросил у пакистанских фанатов бирьяни и карахи. Ким Тэхён привел пакистанских армий в восторг после милого взаимодействия на Вевос, где он упомянул знаменитые блюда Пакистана – бирьяни и карахи. Этот трогательный момент произошел, когда пакистанская фанатка написала Тэхёну сообщение: «Тэхён, когда в Пакистан? Хочу тебя увидеть». Звезда BTS ответила игривым вопросом, который сразу же привлек внимание фанатов. «Если я приеду в Пакистан, вы приготовите для меня бирьяни и карахи». Второе место. Это так интимно. После того, как Чангук показал пресс, он повернулся к Тэхёну, чтобы посмотреть на его реакцию. Время вспомнить это.
Первое место. Действительно, до сих пор не верится, что это было реально. Это конец. Желаю вам прекрасного дня и чудесного настроения.